Всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусный, быстрый домашний торт с консервированными ананасами. Начнем с приготовления заварной основы для крема. Друзья, кто хочет более быстрый вариант, тогда заварную основу можете не готовить. Взбейте до пышного состояния жирные сливки, сливочный сыр и добавьте сахарную пудру по вкусу. Точные пропорции вы найдете в описании под видео. Ну а мы приготовим более экономный вариант на заварной основе. Итак, начнем. Срежем цедру с одного лимона. Лимонная цедра придаст крему свежий цитрусовый аромат. Важно снимать верхний желтый слой. Зальем ее молоком. Понадобится 500 мл. И подогреем до горячего состояния. Отставим пока в сторону. Возьмем 2 яйца и отделим белки от желтков. Итак, соединим в миске 2 яичных желтка, 150 граммов сахара, 50 граммов муки и 20 граммов кукурузного крахмала. Разведем все это небольшим количеством молока. И перемешаем до однородного состояния, чтобы не было комочков. Теперь введем оставшееся молоко. Лимонная цедра нам больше не понадобится. Теперь переливаем это все обратно в кастрюлю. И на медленном огне при постоянном помешивании варим, пока крем не загустеет. В конце добавим 30 граммов сливочного масла. Все тщательно перемешаем. Перельем крем в чистую сухую посуду, чтобы он быстрее остыл. Накроем пленкой в контакт и дадим ему полностью охладиться. Приготовим бисквит. Понадобится 5 яиц комнатной температуры. Отделим белки от желтков. Процесс отделения белков от желтков в приготовлении бисквита довольно важен. Белки с легкостью взбиваются, они насыщаются воздухом. Желтки же содержат жир и не позволяют взбиться до нужной консистенции. Или же процесс занимает намного больше времени. Следите также за тем, чтобы в белки не попадало даже кусочка желтка. Далее белки перельем в большую стеклянную миску. Она должна быть абсолютно сухой, чистой, без капли воды или жира. Добавим щепотку соли и 150 граммов сахара. В данном рецепте я хочу добавить еще 2 дополнительных белка, которые мы отделили в начале. Они помогут сделать бисквит еще более легким, сохраняя при этом его плотность и устойчивость. Друзья, если вы используете ручной миксер, тогда сахар добавляйте частями после образования легкой пены. Белки я взбивала на средней скорости вот до такого состояния. Сейчас по одному добавим к ним яичные желтки. Добавим 150-160 граммов просеянной муки. Муку добавляем частями, каждый раз аккуратно перемешивая движениями снизу вверх.
На данном этапе я добавила 30 граммов растопленного сливочного масла. И также все аккуратно перемешала. Тесто выливаем в форму, простеленную пергаментной бумагой. Внутренний размер формы 36 на 26 сантиметров. Все аккуратно разравниваем. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Готовность бисквита проверяйте деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой. Отделим бисквит от формы и перевернем его на решетку. Снимем бумагу. Обрежем края. Разрежем бисквит напополам. Каждую из половин еще на 2 слоя. Итак, у нас получается 4 коржа. Приготовим крем. Возьмем 200 мл охлажденных сливок жирностью 30-36%. Добавим к ним заварную основу и взобьем до пышного состояния. Ручным миксером желательно заварную основу по взбитым сливкам обводить частями. Добавим 200 граммов сливочного сыра и перемешаем до однородного состояния. Все ингредиенты для крема должны быть охлажденными. Крем готов. Подготовим консервированные ананасы. Понадобится примерно 300 граммов. Нарежем их на небольшие кусочки. Ананасы вы можете заменить на любые фрукты или ягоды. Ну а теперь соберем торт. Каждый слой пропитаем соком от ананасов. Покроем кремом. И освежим торт фруктовой прослойкой. Также покроем кремом верх и бока торта. Из обрезков сделаем крошку. Украшать торт вы можете на ваш вкус. Я использовала кусочки ананасов и кокосовые хлопья. Торт я разрезала сразу. Он очень сочный, нежный, с таким тропическим вкусом.
Ну а после того, как торт постоял, он пропитался и стал еще более нежным. Вот такой простой и очень вкусный тортик мы сегодня приготовили. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. А я прощаюсь с вами. Всем пока!